Сегодня в ролике мы будем испытывать два квадрика. Популярный Линхай Yamaha M200 и новинку сезона Sharmax Activator 250. Погнали! Привет! С вами Review Machines, ваш привычный голос за кадром. И несмотря на неумолимое приближение зимы, за окном у нас все еще разгар осеннего квадросезона. Так что воспользуемся возможностью и устроим сегодня захватывающие покатушки. Но, как всегда, у нас на канале кататься будем не бесцельно. Мы взяли сегодня на тесты два интересных и сравнительно доступных квадрика, примерно одного класса. Во-первых, это Линхай Yamaha, бренд, пользующийся интересом в народе. А также для сравнения мы взяли новый квадрик от Sharmax, Activator 250. Также интересная машинка. В наших покатухах сегодня мы заодно сможем наглядно сравнить эти две модели, понять их плюсы и минусы. И без долгих вступлений, устраивайтесь поудобнее, друзья, будем начинать. Погнали! Помогать в испытаниях квадрок сегодня нам будет Павел, профессиональный эндурист со стажем. И прежде чем отправляться в путь, давайте немного изучим матчасть двух квадриков. Итак, Линхай Yamaha M200. Его ТТХ, заявленный на сайте дилера. Длина квадра 192 см, ширина 90, высота 116. Квадрик, как видим, небольшой, но тем не менее я со своим ростом 1,89 м вполне комфортно тут размещаюсь. Радует небольшой вес квадра в 178 кг. Я приподнимаю его без особых усилий. Двигатель 14-сильный карбюраторный, четырехтактный, с заявленным объемом 177 с небольшим кубов. Работает традиционно с КПП и вариатором. Привод цепной на заднюю ось. Передняя подвеска однорычажная на направляющих стойках, задняя моноамортизатор. По первым ощущениям подвеска жестковата. Спереди тормоза механические, барабанные. Сзади тормоз дисковый, гидравлический. Пробуем запустить мотор и оценим звук. Ну, как минимум, звук не раздражает, не дребезжит. Теперь рассмотрим Sharmax. Sharmax Activator 250 и его ТТХ взяты с официального сайта. Длина квадра 181 см, ширина 110, высота 108. Сидеть тоже комфортно, несмотря на компактность. Весит активатор побольше, 190 кг. Двигатель также побольше, 21-сильный карбюраторный объемом 247 кубов. Трансмиссия стандартная, вариаторы КПП. Привод задней цепью на сплошную ось. Подвеска сзади моноамортизатор, спереди двухрычажная. Здесь подвеска заметно мягче и хода больше. Тормоза спереди и сзади дисковые гидравлические. Прогреваем мотор. Звук здесь басовитее. И прежде чем рассматривать конструкцию дальше, давайте чуть прокатимся, а то все уже замерзли стоять на ноябрьском ветру. Погнали! Пока мы прикатываемся, прогреваем моторы и греемся сами, вкратце расскажу про наши планы на сегодня. Я в основном буду ездить на Линхае, коллега на Активаторе, но периодически мы будем меняться, чтобы составить сравнительное впечатление. Кстати, вы можете справедливо заметить, что у нас есть некоторая погрешность в сравнении, так как у Активатора мотор побольше по объему. Но надо учесть, немного забегая вперед, что и стоит Активатор подороже, так что их позиции несколько уравновешиваются. Предметно о ценах, как всегда, поговорим ближе к концу ролика, а перед этим нас ждут тесты на скорость, на работу по пересеченке, ну и, конечно же, наше любимое бездорожье. Пока оба квадра едут отлично. Посмотрим, что будет на тестах. Но прежде чем перейти к практике, давайте посмотрим еще на некоторые интересные нюансы в конструкции.
Линхай приборка простая и минималистичная, но вся информация нужная и хорошо читается. Спереди и сзади багажники из трубы. Спереди колеса 21/7, сзади 22/10. Под сиденьем забор воздуха и блок с электрикой. Свет в полном наборе, с поворотниками. Спереди олдскульный галоген, сзади стопы и поворотники на диодах. Впереди видим небольшой, но очень полезный бампер. Чуть позже покажу для чего. Ну, в общем, это, наверное, все, что можно тут увидеть. Квадро в целом простой, без каких-то наворотов. Кстати, радует наличие ручного запуска мотора. Полезная опция. У активатора опций заметно побольше. Приборка больше и ярче, с мощной подсветкой. Багажники с накладками спереди и сзади. Под сиденьем все аккуратно, есть даже небольшой набор с инструментами. Мощный диодный свет с ярко-синей подсветкой, выглядит довольно хищно. Есть ходовые огни, стопы, поворотники, полный набор. У руля удобная USB-розетка на 2 порта. Передний бампер в пластике. Есть также сигнализация с функцией удаленного запуска и стопа. Причем она весьма дальнобойная. Полезно будет для удаленного прогрева, поиска квадро в лесу или экстренной остановки мотора, если катается подросток под присмотром. Ну что ж, я думаю, пора выяснить, на что способны наши сегодняшние испытуемые. Приступим. Испытание мы начинаем с замера максимальной скорости. Линхай первый. Пробуем. Надо отметить, что на этом участке дороги есть небольшой уклон, поэтому для большей объективности мы будем смотреть результат в обе стороны. Итак, Линхай нам удается разогнать до 58 км в час с горки, и на горку мы видим результат 51 км в час. Заметим, что штатный спидометр практически без погрешности. Теперь активируем активатор. Здесь набор скорости происходит заметно быстрее, но максимальная скорость не намного выше — 62 км в час в одну сторону и в другую 57 км в час. Также штатный спидометр практически не допускает погрешности. Двигаемся дальше. Теперь прохватим немного по полевым дорогам, чтобы составить предметное впечатление о технике. Для квадрика с небольшим мотором Линхай едет вполне недурно. Для одного динамики хватает, и хотя по ТТХ максимальная нагрузка заявлена в 180 кг, с двумя взрослыми будет уже потяжелее. Подвеска работает, но она, как я уже отметил, жестковата, с небольшими ходами, так что на пересеченке хочется ехать в стойке. Возможно, надо подрегулировать амортизаторы, они заявлены как регулируемые. Еще отмечу небольшую ширину квадрика в 900 мм. Так что в поворотах нужно быть аккуратнее. И в общем, можно отметить незамысловатый дизайн, простой галогеновый свет, но вместе с тем своей простоту Линхай и подкупает, заявляя о себе как о небольшом, доступном и неприхотливом утилитарнике. Шармакс активатор, как внешне, так и по своему поведению аппарат явно позлее и динамичнее. Как мы видели в предыдущем тесте, максималка у квадров не сильно отличается, но набирает скорость активатор заметно активнее. Разница в объеме моторов чувствуется. Тяги здесь хватает запасом. По сырому грунту можно и боком раздать под настроение. Тем более, что квадр заметно шире и в поворотах ведет себя устойчивее. Также подвеска здесь комфортная, с хорошими ходами, на пересеченке будет мягче. И хотя оба квадрика заявлены как утилитарники, активатор в целом ощущается веселее. Еще не ренегат, но прохватить вокруг дачи в свое удовольствие будет в самый раз. Тормоза здесь гидравлика, дисковые, спереди и сзади. Весьма цепкие, работают четко и прогнозируемо. С полей мы двигаемся в лес, в сторону бездорожья, где будем продолжать наши испытания. Здесь дорога гораздо более ухабистая, но пока дорожного просвета двух квадров хватает запасом. К тому же за счет компактности мы способны успешно маневрировать в лесу, проворно объезжая самые засадные препятствия.
Как я уже отметил, внешне Ленхай заявляет о себе как о трудяге и утилитарнике, а активатор более хищный и броский. Интересно ваше мнение, друзья. Если судить по внешнему облику, какой из квадров вам нравится больше, отмечайтесь в комментариях. И еще меня всегда интересовал вопрос, как Ленхай связан с Ямахой? Пока точно мне ответить никто не смог. Максимум, что удалось выяснить, это то, что на заводе Ленхай выпускает некоторые компоненты для скутеров Ямаха. Может, кто-то в курсе подробнее? Будет интересно узнать. Между тем мы добираемся до серьезного бездорожья, в которое, откровенно говоря, на наших квадриках суваться не следовало бы. По своей сути техника не предназначена для жесткого бездорожья, все же в арсенале у нас только задний привод. Но, как я всегда говорю, не стоит недооценивать эти машинки. Мы уже неоднократно доказывали, едут они по бездорожью хорошо. Причин тому несколько. Основная — это небольшой вес. Там, где большие полноприводные квадры идут с надрывом из-за своего веса, на легких ходом можно и проскочить. Также за счет небольшого веса ими проще, так сказать, играть в грязи с помощью тела райдера. Смещая вес, можно буквально переставлять заднюю ось, не давая ей увязнуть и замылиться. Оба квадра в этих условиях выступают отлично, не пасуя перед страшными с виду препятствиями. Правда, за счет большего мотора и тяги активатор проходит засадные места динамичнее и злее, а может и наездник у него поопытнее. Но также заметили, что у активатора за счет более широкой колеи колеса выступают за пластик, и грязи он накидывает нормально так. Напрашивается расширители, хотя бы как доп. Опция. Кстати, друзья мои, недавно мы делали похожее сравнение полноприводных квадров. Если вдруг не видели, советую посмотреть. Наглядно интересный ролик, на мой взгляд. Ссылку оставлю в комментариях. А в этом моменте я ярко демонстрирую всю прелесть небольшого веса квадрика. Казалось бы, раскорячился надежно. На больших квадрах такая ситуация лечится уже лебедкой и прочими затратными по времени способами. Здесь же я попросту переставляю Ленхай из колеи. Добрым словом вспоминаю тот самый передний бампер, за который очень удобно проводить эту манипуляцию. Активатор тоже можно кантовать в грязи, но он несколько потяжелее, и спереди нет такого удобного захвата. Правда, в данном моменте он и проезжает этот участок без особых проблем. Итак, если позволите, будем умозаключать некоторые выводы и подводить итоги. Ленхай Yamaha M200. Добротный утилитарник начального уровня. Нет ничего лишнего, но все, что есть, достойно выполняет свои функции. Цены на Ленхай сейчас сильно разнятся в разных магазинах, но диапазон примерно понятен, от 200 до 250 тысяч рублей. Shermax активатор 250. Квадр тоже позиционируется как утилитарный, но с более мощным мотором и агрессивной броской внешностью. Подойдет как для утилитарных задач, так и для прохватов в свое удовольствие. Стоимость в официальном магазине техники Shermax на момент подготовки этого видео составляет 279 900 рублей. На этом наш ролик подходит к концу, но прощаться мы с вами по традиции не будем. Увидимся в комментариях прямо сейчас. Пишите, какой квадрик из увиденных понравился вам больше, ну и почему, соответственно. Спасибо, что прокатились с нами сегодня, друзья. Оставайтесь с нами, впереди много интересного. До встречи.